Да, все верно. Я задался вопросом, какой же мод сообщества Майнкрафта самый любимый. Это ведь действительно интересно. Я создал специальную Google форму и скинул вам. Правда, еще в прошлом году. За это время я получил свыше 10 тысяч ответов и смог вывести список из 20 самых любимых модов. Вы будете приятно удивлены. К слову, в описании я оставил еще одну ссылку на форму, только в этот раз напишите моды, которые вы реально ненавидите. Будет интересно сделать подобное видео. На 20-м месте мод под названием Terra Firma Craft. Впервые этот мод вышел в 2014 году для версии 1.7.10. С того момента он начал активно развиваться. Если меня спросят, как бы я охарактеризовал этот мод, то отвечу всего одним предложением. Это настоящий режим выживания в Майнкрафте, который тесно связан с реальностью. Громко звучит, я понимаю, но именно это лезет в голову, когда слышишь название этого мода. Я когда-то играл в него и скажу вам честно, довольно сложный мод. Он добавляет реалистичности в каждый аспект Майнкрафта. Чтобы скрафтить ту же банальную каменную кирку, придется очень постараться. На 19 месте Biome So Plenty, культовый мод, который добавляет новую генерацию в Майнкрафте, а также множество новых биомов. Истоки этого мода берут свое начало еще с 2012 года. В то время выходили первые тестовые релизы. В настоящее время этот мод является одним из основных или базовых модов во многих модпак-сборках. Он очень простой и не требует никаких дополнительных настроек. Только при создании мира нужно выбрать тип мира Biome So Plenty, и тогда можно смело начинать свой путь. Как только мир сгенерируется, перед вами откроется чрезмерное количество новых биомов, генерации мира, и чтобы обойти каждый из них, вам придется даже попотеть. Я тоже играл с этим модом и могу смело посоветовать каждому. На 18 месте один из моих самых любимых модов. Имя ему Molinare. Впервые игроки смогли поиграть в него аж в бородатом 2011 году. Эта модификация добавляет в игру новые поселения 11 века, а именно норманы, индейцы, майя, японцы, византийцы, инетты и сельджуки. Каждое поселение имеет свой ярко выраженный стиль, свои задачи, расписание дня и, естественно, жителей. Вашей задачей будет помощь таким поселениям. Вы можете как помогать им развиваться, расти, становиться лучше, так и просто уничтожить. У вас полная свобода действий. Каждое поселение имеет свои уникальные квесты и даже предметы. Если все получится, можно даже стать предводителем поселения. Мод активно развивается, но для версии 1.12, и в скором времени планируется релиз для более новых версий. На 17 месте Вампиризм. Никогда с ним не играл и даже не слышал про него, но посмотрев различные обзоры и почитав о нем, я скажу так, мод офигенный. Он позволяет стать вампиром или же охотником на таковых. Он привносит очень много игровых механик и изменений в саму игру. Стать вампиром можно двумя способами: либо через укус вампира где-то ночью, или после того, как вы ввели себе его кровь самостоятельно. И спустя одни игровые сутки вы уже можете начать свое приключение в качестве вампира. Если наоборот хотите стать охотником, тогда придется вколоть себе чесночную сыворотку. В реальной жизни, я думаю, это не сработает. Вроде бы звучит все очень просто, но на деле вам нужно будет развиваться, учиться, становиться лучше, и это касается двух сторон. Также в этом моде немного изменились деревни и сами деревенские жители. Советую все исследовать самому. На 16 месте мод под названием Essential. Ровно как и с предыдущим, я о нем ничего не знаю. Но как только я его установил и посмотрел, что он умеет, мои глаза выкатились на лоб. Это нечто невероятное. Этот мод, грубо говоря, делает из Java Майнкрафта Bedrock, но не по производительности и геймплею, а по функциональности. Первым делом они добавили гардеробную, в которой за реальные деньги можно освежить свою внешность. Выглядит очень круто и перспективно, но цены там просто космические. Затем возможно общаться и добавлять друзей. Эдакая социальная сеть. Мне даже кто-то уже успел отправить запросы на дружбу. Можно также создать свой сервер из синглплеерного мира с небольшой конфигурацией. Даже добавили минимальный редактор скриншотов. Очень крутой мод. Хочется узнать, что будет дальше. На 15 месте Tinker's Construct. Первая публикация этого мода была в 2014 году и для все той же 1.7.10. С того момента мод активно развивается и продолжает радовать своих фанатов. Мне кажется, каждый играл с этим модом, и все о нем прекрасно знают. Но те, кто не играли, он добавляет в игру новый геймплей, который построен на создании инструментов и оружия. Хотелось бы мне сказать, что он добавляет реалистичности, но это будет враньем. Он просто улучшает этот сегмент. По мере изучения мода вы сможете улучшать свои навыки, а также создавать поистине гениальные инструменты и оружие, даже зачаровывать их при помощи различных предметов. У этого мода крайне много различных дополнений, аддонов, которые еще больше улучшают геймплей. На 14 месте DecoCraft. Сногсшибательный мод. Он, естественно, не вписывается в обычный ванильный Майнкрафт, но если вам хочется сделать что-то невероятное, он в этом поможет на все 100%. Этот мод привносит ужасающее количество мебели и всякой кухонной утвари. Диваны, ковры, часы, телевизоры, кухонные барные стульчики, плакаты, шкафы, кофеварки, тостеры. И это только малая часть того, что есть в этом моде.
моде. Мне кажется, когда игроки говорят про мебель в Майнкрафте, они подразумевают именно этот мод. Естественно, это не самый лучший мод в подобной категории, подобных ему довольно много, но этот точно занимает лидирующие строчки. Лучше вам самим изучить его и убедиться, насколько он крут. На 13-м месте Quark. Когда я впервые увидел название, то подумал, что этот мод добавляет ядерную физику в Майнкрафте, и это технический мод, но все в корне не так. Он назван так из-за того, что Quark — это элементарные частицы и фундаментальная составляющая материи, то есть часть чего-то большего. Этот мод работает по такому же принципу, привнося улучшения в геймплей игры и делая его интересным. Практически все существующие игровые механики Майнкрафта были изменены, и я скажу в лучшую сторону. Естественно, про все мне не хватит времени рассказать, но вот некоторые из них. Вертикальные плиты, новый вид камеры, разноцветные слаймовые блоки, кормушки для животных, моб, который может выращивать руду на своей спине, и еще много-много всяких крутых штук. На 12-м месте пиксель мод. Ну кто же не любит карманных монстров? Я имею в виду, что каждый, кому сейчас от 20 до 30, может даже больше, играл и смотрел покемонов. Даже карточки собирал, у меня они до сих пор остались, и я все жду, когда я смогу продать коллекцию за миллиарды долларов. К слову, они до сих пор продаются. Этот мод переносит всех покемонов в игру вплоть до 8-го поколения. Те, кто разбирается в покемонах, те поймут. Здесь есть практически все, что в оригинальных играх. Можно собирать покемонов, сражаться с другими тренерами, торговать и даже размножать покемонов. Правда, для этого нужно соблюсти некоторые правила. Но в целом, мод гигантский. Он делает из Майнкрафта совершенно иную игру. Если вы фанат покемонов, вам обязательно нужно в него поиграть. На 11-м месте Mine Colonies. Хотел бы я сказать, что этот мод похож на Molinaire, но нет. Это совершенно другой интерактивный мод для строительства, который позволяет создать собственный процветающий город прямо в Майнкрафте. Грубо говоря, это своеобразная экшн-стратегия прямо в игре. Каждый опыт в игре будет уникальным, то есть вы сможете играть вместе с друзьями и создавать совершенно разные колонии, не похожие друг на друга. Все зависит только от вашего воображения. Также мод добавляет особых NPC, которые будут помогать вам. Это строители, фермеры, рыбаки, лесники, шахтеры, пекари, повара и еще несколько различных профессий. Мод активно развивается и продолжает пополняться новыми NPC. Самые последние места остались позади, и мы влетаем в топ-10 самых любимых модов по версии настоящих фанатов Майнкрафта. К слову, самое время подписаться, поставить лайк и 2 раза нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео. На 10-м месте Divine RPG. Ох, как же я когда-то горел с этого мода. Он меня бесил до самых мурашек. Не потому, что он плохой и неинтересный мод, а потому, что он был для меня очень хардкорным. Ведь он кардинально меняет Майнкрафт и делает из него полноценный RPG. В этом моде собрано ошеломительное количество различных мобов и боссов. Кстати, впервые про этот мод я узнал, когда смотрел лазуритных гномов. Ставь лайк, если тоже. Помимо мобов также появились новые инструменты, оружие, броня и блоки. Но самое главное, что в игру была добавлена интересная система развития. Вы не можете просто пойти на любого моба. Для него нужно выбрать подходящее оружие и броню. А также достаточно прокачать своего персонажа перед битвой. А что творится в Незере в мире края, я вообще молчу. Выжить в этом мире будет тем еще испытанием. На 9-м месте Механизм. Для меня было огромной неожиданностью, что такой мод существует. Думаю, вы уже понимаете, что я больше люблю приключенческие сборки и магию, нежели технические моды. Это как раз один из них. В нем собрано все то, что приходит в голову, когда думаешь про фантастический будущий мир. Грубо говоря, мод добавляет в игру 21 век, где множество различных технологий, автоматическое производство ресурсов, а также их добыча. Множество разных машин, которые помогут тебе улучшить геймплей игры и действительно перевести ее на новый, более высокий уровень. Термоядерные реакторы, майнеры, передатчики ресурсов, предметов, энергии и тепла, а также реактивные ранцы. Это лишь малая часть того, что будет ожидать вас в моде Механизм. На 8-м месте Draconic Evolution. Я не знаю, как правильно охарактеризовать этот мод, но скажу, что это смесь магии, приключений и технологий. Впервые с этим модом я столкнулся, когда играл в сборку Stone Block, и я его чертовски боялся, потому что думал, что он реально сложный и я ничего не пойму. Но все оказалось в точности да наоборот. Да, мод сложный, но не для понимания его самого. Как только ты понимаешь азы, то перестаешь бояться. Но скажу честно, для него придется очень много гриндить. В нем используется до жути много энергии, и главная цель — это создание самой топовой брони и убийство различных драконов. Если я не ошибаюсь, возможно, это исправили, но существует такой дракон, который убивает тебя даже в творческом режиме игры. Но в целом мод очень крутой, советую его каждому, особенно тем, кто так же, как и я, боится технических модов и их масштабность. На 7-м месте Ботания. Какой же это прекрасный мод. С ним я тоже впервые познакомился в сборке Stone Block. К слову, советую вам в нее поиграть. Она мягко вводит в мир модов и помогает разобраться с ними. Уже, если не ошибаюсь, вышла даже 3-я часть. Ботания также технический мод, но про магию. Весь геймплей сосредоточен на создании волшебных цветов и особых устройств для использования маны, своеобразной силы земли. Вся
суть этого мода — показать, что технические моды могут быть не про постоянную добычу энергии и миллион различных труб для их транспортации, а про изучение мира, про создание своего увлекательного, сбалансированного игрового процесса, где не нужно гриндить что-то для достижения своей цели. То есть в прямом смысле в этом моде вы не найдете труб, проводочков и визуального интерфейса. Все завязано на визуальных эффектах, частицах и вашего восприятия этого чудесного мира с его причудливыми правилами. На шестом месте Galactic Craft. Честно вам признаюсь, мне не нравится этот мод. Не знаю почему, вот просто не интересен он мне. Но это не значит, что он плохой, и вы не должны в него играть. Этот мод добавляет то, что хотела сделать еще ночь, а именно космос. В прямом смысле вы сможете колонизировать ранее неизученные планеты в мире Майнкрафта. Их несколько: Земля, Венера, Луна, Марс и астероиды. Для полета в космос вам придется создать полноценную ракету. Тип ракеты зависит от планеты, на которую вы хотите полететь, и обзавестись особыми инструментами и снаряжением. Мод добавляет множество различных блоков, которые можно использовать в качестве строительных блоков. Различные руды, материалы, броню и инструменты. Даже есть особые лунные деревни со своими жителями и постройками. В целом мод неплохой, но почему-то мне особо не заходит. Как я понял, разработчики прекратили поддержку этого мода еще 2 года назад. Они не планируют его обновлять для более новых версий, и последняя версия, для которой был выпущен мод, это 1.12.2. Его даже нет на CurseForge. Надеюсь, когда-то он все же вернется. Ну и вот, наконец-то мы дошли до 5 самых топовых модов. И скажу так, 2 мода из этого списка мне не знакомы от слова совсем. Давайте узнаем, что же любят игроки Майнкрафта больше всего. На 5-м месте Twilight Forest. Скажу честно, это один из моих самых любимых модов. Мне с ним какая-то особая связь. Я даже официально перевел его на украинский язык, и он доступен с версии 1.19, так что каждый желающий сможет в него поиграть. Сам мод, мне кажется, стал одним из культовых. Вышел он в 2011 году, и, как вы поняли, он до сих пор активно развивается. Он добавляет новые измерения — сумрачный лес. Я когда-то думал, а почему там всегда так пасмурно и никак не наступает солнечный день? Потом, спустя время дошло. Ответ крылся в названии. Это ведь сумрачный лес, там сумерки постоянно. В целом так называется измерение, и там не только один лес, их довольно много. Войти в любой из них нельзя, для начала придется сразиться с первым боссом — Король Лич. По мере того, как вы будете исследовать мир, вы столкнетесь со множеством загадок, ответы на которые до сих пор не раскрыты. В этом моде крайне много блоков, предметов, уникальной брони и руды боссов, которых нельзя просто так победить. Для каждого придется подбирать нужное снаряжение. Магический мод, который я рекомендую от всего сердца. На 4-м месте Industrial Craft. Один из самых старых промышленно-технических модов. Вышел он в 2011 году и до сих пор развивается. Правда, на версии 1.12.2. Это был мой первый технический мод, который познакомил меня с этим жанром. В целом, сейчас он кажется обычным и не таким продвинутым, как другие моды, но в то время он производил фурор на всех игроков. В нем есть много чего: металлургия, агропромышленность и даже пивоварение. Вам придется добывать много энергии, познать мир, создавать колоссально огромные устройства, выращивать необычные деревья и, понятное дело, новые инструменты. Если вам наскучит сам мод, то можно скачать различные дополнения и аддоны, которые только улучшают игровой процесс. Есть даже такие, которые сделают Industrial Craft адски тяжелым. Любителям технических модов точно понравится. На 3-м месте Ice and Fire. Как раз это один из тех 2 модов, о которых я ничего не слышал и не знаю. И очень даже зря. Это невероятно крутой и необычный мод, который добавляет огромное количество нового контента. В первую очередь это драконы. Они бывают 2 типов — ледяные и огненные. Огненные драконы, естественно, дышат огнем и испепеляют свою добычу дотла и бродят по большей части верхнего мира. А ледяные драконы как раз наоборот. Их можно найти только в самых холодных уголках верхнего мира, а свою добычу они замораживают до смерти. Это еще далеко не все. В этом моде присутствуют различные мифические существа, такие как Медуза Гаргона, Сирена, гиппогрифы, морские змеи, циклопы и еще много других. К слову, разработчики общаются с игроками в своем дискорде и принимают во внимание заявки на добавление новых мифических существ. Есть даже полноценный бестиарий для сбора и изучения информации о драконах. То, что я вам рассказал, лишь маленькая крупица того, что ждет вас. Станьте настоящим укротителем драконов, исследуя новый и таинственный мир. На 2-м месте Thaumcraft. Помните, я говорил о том, что не люблю технические моды и предпочитаю приключения и магию? Так вот, Thaumcraft всегда меня пугал тем, что этот мод, подобно другим, но техническим модам, слишком сложен в изучении. Это, конечно, частично правда, но я больше придумывал. Вышел этот мод еще в 2011 году, и, к сожалению, начиная с 2018 года его перестали обновлять. Сейчас ходят слухи о том, что ребята из Team KFH работают над его воскрешением. Да это уже совсем другие люди, и насколько это правда, я не могу быть уверенным. Но сам же мод очень крутой, в его основе лежит тавматургия, древнегреческое искусство магии и чудес. Этот мод целиком и полностью нацелен на изучение магии, извлечение ее из физических
объекта в форме эссенции и изменение ее формы для совершения чудес. По мере развития вы будете изучать магию и извлекать ее буквально из всего, что есть в мире Майнкрафта. Это очень увлекательный мод, который переворачивает восприятие игры и выводит ее на новый уровень. На все 100% советую поиграть с ним и изучить мир, который полон чудной магии. На первом месте Create. Я когда-то слышал про этот мод, но не придавал ему особого значения до этого момента, ведь это абсолютный рекордсмен. Он занимает первые строчки и становится самым любимым модом среди большинства игроков Майнкрафта. Мне не хватит даже отдельного видео, чтобы описать все возможности этого мода. Он относительно молодой и впервые вышел для версии 1.14, то есть по сравнению с другими модами он только-только набирает обороты. Если вам нравится стимпанк или паровые двигатели, то этот мод точно вам понравится. Он привносит в игру кардинально новые механики, сотни блоков, а также новые двигатели. В основном этот мод предназначен для строительства и автоматизации игровых процессов, но он следует не по пути обычных технических модов, в котором чем больше энергии, тем больше трубохранилищ, а наоборот, пытается создать во всем этом эстетику и привнести дизайн. Вам придется думать и создавать хитро-мудрые приспособления из полностью анимированных компонентов. Предел только ваша фантазия. И не стоит переживать за то, что вы не сможете разобраться. В игре присутствует визуальная документация, которая поможет вам на пути истинного машиностроителя. Вы обязательно получите необычный игровой опыт и незабываемые эмоции. Этот мод отлично показывает, какими должны быть моды в данный период времени. Надеюсь, с каждым годом их будет становиться все больше и больше. К слову, я решил сделать еще одно видео, но вот уже спросить, какие ваши самые нелюбимые и ненавистные моды. Давайте узнаем вместе. В описании есть ссылка на форму, где вы сможете дать ответ на этот вопрос, а также ссылки на каждый мод из сегодняшнего видео. Спасибо за просмотр!